Всем привет! Меня зовут Ольга Ткалич. Я психолог, специалист по аутизму и куратор ABA. Сегодня я хочу с вами поговорить о метафоре. Почему хочу поговорить? Потому что при аутизме раз есть сложности с распознаванием метафоры, иносказаний и такого всего прочего. Поэтому сегодня поговорим про метафору. Что такое метафора, как ее распознавать, как ее делать. И почему это важно, тоже поговорим. Что же такое метафора? Метафора – это соотнесение одного явления или предмета с другим на основании общего сходного признака или общей сходной черты. Например, вы можете сказать «он медведь». Что это подразумевается? Что он огромный, он может быть неуклюжий, он грозный, он немногословный, да? Или вы можете сказать «у нее золотые волосы». Что это значит? Что ее волосы переливаются на солнце как золото, да? Такого же золотого цвета. Почему важно научиться распознавать и использовать самостоятельные метафоры? Потому что метафора является очень ярким средством выражения. Она привлекает к вам внимание и удерживает его. Также при помощи объясняющей метафоры вы можете говорить с человеком на его языке, используя его жизненный опыт. И иногда это самый короткий и самый сильный способ донести информацию и может выводить слушателя на новый уровень, на надуровень. Таким образом, его точка зрения на ситуацию значительно расширяется, и он видит совершенно другие смыслы в происходящем, что также очень ценно. Как же научиться выявлять метафоры? Выявлять метафоры можно научиться, читая любимый томик стихов, например. Вы берете Фета, Гумилева, Пушкина, любого автора, кого вы любите, и внимательно читаете строку за строкой, пытаясь определить, где же здесь метафора, где же здесь идет сравнение по признаку. Сейчас я открою то, что я выбрала. Вот, например, Майков. Золото, золото падает с неба, дети кричат и бегут за дождем. Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба. Здесь вы можете попробовать определить, что же здесь метафора. Золото, золото падает с неба, дети кричат и бегут за дождем. Да? Соответственно, дождь, подсвеченный солнцем, выглядит как золото, только слово «как» здесь убирается, и остается золото, золото падает с неба. Это и есть метафора. Дальше строка из Фета. Ель рукавом мне тропинку завесила. Да? Соответственно, ветка ели, как рукав закрывает тропинку. Вот это «как» мы убираем, и получается метафора. Как вы сами можете создавать метафоры? Это можно делать при помощи ассоциаций. Ассоциации бывают первого, второго, третьего, четвертого и так далее порядка до бесконечности. Можно их делать по цвету, по звуку, по расположению, по функции. Сейчас приведу пример. Например, вы берете чайник и делаете к нему ассоциацию первого порядка. Чайник что делает? Свистит. Да? Это ассоциация первого порядка. Дальше делаем ассоциацию второго порядка. Кто еще свистит? Свистят весенние птички, например. Это ассоциация второго порядка. У весенних птичек что есть? У них есть весенняя трель, весной вот они так поют. Это ассоциация третьего порядка. И если вы скажете, что с кухни доносилась весенняя трель кипятка, то это будет ассоциация третьего порядка на слово «чайник». Также тренировать навык свободного распознавания и использования метафоры можно на моих курсах театральной импровизации. Я вас на них приглашаю. Если у вас есть потребность улучшить навык использования метафоры, то приходите.
Это курсы очные, и они проходят в Москве. Подробнее можете посмотреть видеоролик с названием «Театральная терапия». Там я более подробно рассказываю, что это такое. Сегодня мы с вами обсудили, что же такое метафора, как ее можно распознавать и каким образом можно научиться ее создавать. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы быть в курсе о новых выпусках. Всего доброго, будьте здоровы, пока.